Добрый день, дорогие подписчики и зрители канала. Зрители задают вопросы. Я на них стараюсь ответить. Сначала дела, потом в итоге забыл. Были какие-то вопросы по картофелекопалке еще, наверное, месяца полтора назад. Я, к сожалению, забыл этот вопрос. Зритель спросил, не цепляются ли колеса за картофелекопалку. Колеса мотоблока за колеса картофеля-сажалки. Проще показать, чем сказать. Все так хлипенько болтается. При ровном положении руля там зазоры остаются сантиметров по 5-6. По 6, нет, по 7 даже. 6-7 сантиметров. Если, в любом случае, даже если она провисла на сцепке, все равно она не достает. Как-то не совсем понятно выполнена сцепка. Я вот на это внимание не обращал раньше. Были ли там какие-то упоры, чтобы она не болталась, а ровно стояла. Вот это что-то новое для меня открылось. Вот я внимания не обращал вообще. Вот было здесь что или нет? Вроде бы ничего не было. Просто отверстие для упоров. Но сцепку... Вот неожиданно для меня оказалось, что, оказывается, сцепка не предназначена для МТЗ. Она к чему-то другому предназначена. Она, во-первых, отверстия для упоров будут упираться ниже. Не в верхнюю часть будут упираться, а куда-то ниже. Если вставить сюда просто шпильки, отрегулировать этим. Если ее выше поднять, в самом верхнем положении она еще может упираться. Надо подлаживать под сцепку картофеля-сажалки, что-то подлаживать. И длинные болты для жесткой фиксации. По крайней мере, для ограничения небольшого хода, потому что здесь вот буквально совсем чуть-чуть. Не, здесь надо фиксировать жестко, потому что иначе можно колесо на колесо наскочить. Да, сие чудо. Как-то было лучшего мнения. Был я лучшего мнения об этой картофелекопалке, но ее и в комментариях слегка приопустили. И сам я вижу, что уже сейчас, оказывается, надо переделывать сцепку. Снизу надо что-то подлаживать, иначе упорные болты будут упираться ниже точек, предназначенных для упоров. Фиксировать ее надо жестко, иначе малейший люфт и может колесо на колесо наскочить. Если ее выровнять ровно, то зазоры между колесиками картофелесажалки и мотоблока будут где-то по 7 сантиметров. Если сюда поставить оску, резину, зазоры вообще станут маленькими. Насколько они меньше станут? Вот и думаете, какую резину ставить, оску или МРЛовскую, чтобы не возникли потом проблемы с таким навесным оборудованием, картофелесажалкой. Ну, ответ на вопрос, я вот не помню, меня спрашивали что-то про плуг, про проблему с плугом, я не помню. Если кого-то это еще интересует, задайте еще раз вопрос, я обязательно, уже лето, я обязательно постараюсь на него ответить. Но пока что вот так, колеса не цепляются, если сделать упоры. Если упоров нету, она будет болтаться, зацепится обязательно. Тут, походу, еще надо утяжелители ставить. Утяжелитель снизу. Какой-то груз добавочный, иначе. Или хватит того, что когда в бункере картошка, просто сверху висеть на ней. Неожиданно для меня это казалось, что картофелесажалка на вид такая красивая, симпатичная, немножко не та. Да ничего, проработаем все это и будет нормально. Зрители спрашивают, под что я буду садить. Ну, садить понятно, что под что. А чем подготавливать почву для этого? А подготавливать я буду фрезой. Маргонскую фрезу приобретал я вместе с мотоблоком. Там было подешевше тогда. Выбил я тогда еще скидку с них. Какую-то небольшую там скидку, ну, 50 рублей, может, каких. Маргонская почвенная фреза. Вещь, конечно, очень шикарная, но требует мощного двигателя. На 9-сильный мотоблок двигатель не советую. 13-сильная, вот самое то для почвенной фрезы. Весит фреза порядком. 50 килограмм. Насколько тут видно? Видно там что? Изготовлено 10-21. Шильдик алюминиевый присутствует. Наклеенный, опять же, как и вторая наклеечка. Также в шкатулочку складывать надо. Работал я один раз по осени. Вал у нее съемный.
промасленный. В комплекте также идет 2 колечка и 2 пары фрез. На случай, если что-то с ними произойдет. Она еще с большего чистенькая. Работала 1 раз. Говорили, что фреза может поломать мотоблок. Не знаю, может быть в России, там, когда двигателя стоят очень мощные, там говорят, да, человек-то и писал о том, что мотоблок поломало ему. Или не ему, либо его знакомому, ну не суть. Я наскочил 1 раз на корень, мотоблок просто заглох. Никаких серьезных повреждений, ну, я надеюсь, что не было. Скорее всего, там был корень, а может камень. Я даже не знаю, но следов на фрезе каких-то не вижу. Все вроде бы целенькое. Некоторые фрезы у меня немножко подносило. Они были явно поострее. Вот, допустим, вот эта фреза чуть подтупилась. Но остальные вроде бы неплохо выглядят. Краска внутри также еще не до конца стертая. Поверхность это белая. Не знаю, что она не сржавела. С чего это сделано? На ржавчину нет намека. Может быть, просто еще краска не до конца снята. А может, это какое-то покрытие из нержавейки, что ли, или алюминия. Давайте я сейчас на мотоблок ее поставлю. Чуть-чуть покажу, как она работает. Но основную работу я, конечно, буду делать позже. Надо сделать колпачок, как у моторсича, а то весь ВОМ засрало землей, так и ВОМ повредить можно. В отличие от картофеля с копалки, вал здесь съемный. Мне кажется, это в плюс, что там была проблема насадить его. Здесь можно заранее вставить и уже одевать почвенную фрезу. Но здесь все проблемно. Когда первый раз ставил, было легче. Сейчас что-то не хотите. Может быть, я зря вал вставил первым. Надо было все вместе, может, оставлять. Надо снимать, смотреть. Иначе мы так каши не сварим. Даже отдавать не хочет. Да, все же правильно будет вал вставлять в почвенную фрезу, а потом одевать ее на ВОМ. И меньше шансов сломать вал, когда он торчит сильно. Точнее, нет вообще шансов ее сломать. И значительно быстрее получается. Вот такая почвенная фреза. Сейчас мы ее заведем, проверим работоспособность. Ну, как вы видите, земля становится крайне благоприятной для обработки, посадки. Все в пыль измалывает, мелет. Но сейчас земля очень мокрая. Были дожди. Сколько тут, 3 дня лили они. Такую землю обрабатывать тяжело. Мотоблок 13 сил, а такое чувство, что сейчас заглохнет. Про 9-сильный я, наверное, вообще не буду говорить ничего. Стоимость фрезы на тот момент, когда я покупал, была $400. Сколько она сейчас стоит, не знаю. Если она в наличии, также не знаю. Ценник висят на магазинах там по $1500. Сейчас курс какой у нас 2,6 стал, доллар падает. Получается уже $600. $600 примерно стала фреза стоить. Вещь хорошая, мощная. Советую, покупайте, если есть возможность. Если за себе не жалейте. Свой труд надо облегчить. Перед посадкой дождусь, когда потеплеет еще больше. Как сказал мой знакомый агроном Андрюха, садить нужно, когда температура на глубине 10 сантиметров будет +7. Либо когда березовые листочки станут с 10-копеечную монету советскую. Тогда нужно садить картошку.
Вначале буду обрабатывать фрезой, а потом уже картофелесажалкой. Но вот с картофелесажалкой, конечно, выявились недостатки, на которые я раньше не смотрел, даже не знал, что они существуют, эти недостатки. Можно, конечно, не заморачиваться, можно болты там вставить в ту сцепку, а можно просто арматуру приварить, пускай упирается сразу, чтобы было готово. Дожди прошли, когда вся моя работа с культиватором бараной смокла, земля опять стала тяжелой. Но ради спортивного интереса я все же пройдусь еще раз культиватором бараной. Мне советовали отпустить сцепку. Я не думаю, что сцепку... Я, конечно, это сделаю ради эксперимента, но я не думаю, что сцепка облегчит труд. Ведь смысл того, что почему искривляла борону, под лопатку попадает дерн и ее перетягивает и начинает мотоблок крутить. Если я отпущу ее, ну просто ее больше завернет, и все равно она упрется в мотоблок и будет дальше ее крутить. Ну я так это вижу. Если только дерн сорвется, она опять выпрямится. Ну, попробовать надо, конечно. Почвенная фреза очень тяжелая, 50 килограмм, как раз прекрасно уравновешивает мотоблок, не надо его держать, не надо опускать его вниз руками. А картофелесажалка очень легкая, там реально надо добавлять какой-то вес. Или, возможно, она за счет плуга, когда плуг войдет в землю, может, она за счет этого будет удерживаться. Как я говорил в одном из роликов, если у вас проблемы с Ютубом, но есть Рутуб, канал я там полностью скопировал, и он ничем не будет отличаться, все то же самое, все те же ролики будут туда выкладываться, несмотря на все его головники с модерацией, так долго, и с превьюшками, проблемы в фотографии. Ну ничего, будем и там, и здесь. Хотелось бы дополнить по картофелесажалке. Ну, как я говорил, сюда вставить арматуру, привариться просто. Зачем тут болты? Ну, эту закрепить, понятно, что. А как ей добавить веса, чтобы она... Насколько, хотелось бы спросить у вас, насколько важно вот эти отверстия под размер колес? Вот сейчас у меня стоит на первом отверстии. Или же все-таки ставить во второй? Надо ли, чтобы эти колеса были вровень с колесами мотоблока, или можно их поставить уже? Насколько это зависит? Также елочку в какую сторону? Получается, мотоблок тянет колесо, картофелесажалку. Я так предположу, что елочку в обратную сторону надо перевернуть. Не вперед, а назад. Вопрос на размышление. Кто пробовал, так или сяк. У кого как лучше. И третий момент. Может быть, забетонировать их? Колеса эти. Ну, как утяжелить ее? Сзади сюда что-то разместить. Ну да, можно назад что-то разместить, какой-то вес, чтобы не подымалась картофелесажалка. Либо какой-то вес в колеса разместить. Просто даже тупо забетонировать здесь. Арматура уже есть. Еще поперечину одну добавить, допустим, и зацементировать ее. Пока картошку садить, она уже забетонируется. Ну, как вариант. Голь на выдумку хитра. Надо почитать также паспорт, на какую глубину опускать. То есть сейчас средняя стоит. Это какая глубина? Да, инструкцию надо читать.